Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и надеюсь, я вам передаю привет на незаблокированном ресурсе. В этом видео я буду делать довольно интересную провокационную диораму. В главном герое тут будет вот этот набор, но в результате вы не увидите ничего подобного, потому что у меня будет происходить в кадре довольно глубокая модернизация базового набора от звезды. И панцирь там вы точно не увидите. Итак, поехали. И давайте сначала немножко посмотрим на коробку. Здесь наш панцирь S1 изображен где-то на севере. Явно это какая-то арктическая станция. И то ли метеорологическая, то ли военная. Скорее всего, военная, потому что человек в камуфляже с собакой границу-охранякой стоит и наблюдает в бинокль что-то вдали. А сам панцирь изображен тут тоже в арктическом варианте. Это довольно интересная окраска. Очень харизматично получится ваша модель, если вы выберете такой вариант окраски. Ну а на обратной стороне у нас собранная модель. Здесь мы можем убедиться, что это 35-й масштаб. В наборе очень много деталей, практически 700 штук. И при этом модель у нас получится тоже довольно большой, 35,5 сантиметров в длину. И плюс тут очень сложная установка именно самого панциря. И само шасси, четырехосный полноприводный КАМАЗ, это тоже довольно сложная и детализированная часть модели. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А, собственно, детализацию мы можем увидеть на вот этих вот фотографиях. Смотрите, как проработано днище. И все разные рычаги показаны так, как это есть на настоящем автомобиле, но только у нас в миниатюре. Давайте приступать к сборке. И мы начинаем сборку со сборки двигателя, как вы можете обратить внимание. Так, детали освобождены, но на них еще присутствуют вот эти вот пеньки. Теперь также аккуратно бокорезами мы можем подровнять уже более удобно. Мы видим саму деталь. И теперь нужно обязательно воспользоваться надфилем и окончательно убрать этот пенек. Главное не переусердствовать, потому что если сточить больше пластика, чем это нужно, у нас будет щель в нашей модели. Так, детали я зачистила, и теперь их можно соединять. Обратите внимание, здесь есть маленькие отверстия. Раз, два. И, соответственно, штырьки у второй детальки. Раз, два. Их надо сопоставить. И детали должны соединиться. Все, первый подшаг готов. Двигатель рамы у меня собраны. И теперь время поставить двигатель на раму. Тут нам надо поставить кардан-вал в коробку. И, соответственно, двигатель встает на вот эти два посадочных места. И вот эти. То есть мы смазываем клеем 4 точки и кардан-вал. Тут тоже, видите, вот такие два выступа с одной и с другой стороны. И мы этими выступами должны попасть в углубление на раме. Вот они. Раз, два. И, соответственно, крыльчатка должна оказаться внутри. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Теперь я перехожу к установке мостов. И здесь, видите, есть такое углубление полукруглое. И здесь также ответная часть имеет круглый выступ. Соответственно, нам надо сопоставить и поставить деталь правильно в направлении вот этой вот рассадочной коробки, насколько я понимаю, в сторону, как указано на инструкции. Соответственно, мы сейчас место соприкосновения двух деталей смазываем.
и устанавливаем. Вот так. И завершаю я сборку шасси установкой подножек. И они останавливаются вот здесь вот под бампер. Соответственно, они левая, правая. Ориентируем так же, как на схеме, такой более округлой частью, ближе к самой кабине получается, а более прямой к бамперу. Соответственно, видите, здесь есть такой прорезь специальная, а на детали Т-образный пазик. И мы их сопоставляем и склеиваем. Теперь я это место промазываю клеем и устанавливаю. И перехожу к сборке кабины. И в этом шаге я хочу установить сиденье. Тут 3 сиденья, они все разные. И, соответственно, у них разные пазы. Значит, крайняя, получается, пассажирская. Тут 2 дырочки, 2 паза. Но я думаю, мы можем смазать всю площадь соприкосновения деталей, чтобы надежно поставить сиденье. И сопоставляем пазы, штырьки с дырочками. Все, сиденье установлено. И теперь я собираю саму кабину. Сначала начну с боковой панели. Надо сначала примерить, убедиться, что детали стыкуются. Так. И теперь я устанавливаю заднюю стенку. Здесь штырьки на наших боковых и отверстия на стенке. Значит, мы их сопоставляем. Если у вас хорошо встала задняя стенка, значит, боковые панели вы установили правильно. И перехожу к установке нашей мордочки, передней части кабины. Также примеряем сначала. Все. Вот тут она просто ложится на рельеф. И смазываем соприкасающиеся поверхности клеем. После сборки рамы и кабины я загрунтовала эти детали и приступила к окраске. Тут я работаю спиртовыми красками от Мачете. И это очередная модель из цикла «Военные бензовозы». Предыдущая серия о бензовозах на шасси классического трехосного КАМАЗа с дополнительным бронированием и видео о постройке бензовозов Уралов, замаскированных под лесовозы, смотрите у меня на канале. Работа над этой моделью была наполнена небывалым креативом, и проблема в том, что модели военных бензовозов не очень распространенные. В пластике это, собственно, КАМАЗ АТВТ и другие модели бензовозов в 72 масштабе от ACM. И вроде есть пару моделей от Трумпетера, но раздобыть их сейчас крайне тяжело. Поэтому мне пришлось проявить креативность и найти фото четырехосного армейского бензовоза на шасси КАМАЗ. Но есть одна проблема: такие бочки никто не производит, и поэтому мне пришлось сделать ее с нуля при помощи 3D принтера. А 3D-модель мне помог разработать мой зритель, за что ему огромное спасибо. И при этом мне пришлось пофантазировать над шасси, ведь проблема в том, что у КАМАЗа бензовоза и шасси от Панциря разные кабины и передний бампер. И благо у меня в запасах осталась кабина от армейского КАМАЗа от фирмы «Звезда» в 35-м масштабе. Ведь пару лет назад я делала чересчур много КАМАЗов, и один из КАМАЗов я сделала с гражданской кабиной. А военная кабина осталась у меня на андресоле. И вот спустя пару лет ее час настал. Также мне надо было нарастить на шасси раму и сделать выхлопную систему у бензовозов, ведь она сделана вперед. А я вырастила в это время на своем 3D принтере заправочную установку. Печать длилась более 12 часов, и, кстати, я ее получила с первого раза. Тут я впервые воспользовалась смолой для фотополимерной печати от компании Chitu Systems. И, кстати, излишки смолы у модели можно смыть обычной водопроводной водой. Спирт тут не обязателен. И, кстати, в парке Патриот я обнаружила большое количество разнообразных военных бензовозов. Там были и машины на шасси МАЗ-200, что сейчас редкость, или же огромные аэродромные заправщики с огромными ракетовозами в качестве тягача. Так что скоро на моем втором канале Даша Техник выйдет видео об этих машинах. А самый любопытный экспонат с той выставки – это праворульный бензовоз Лейланд, и вроде бы он попал в парк Патриот в качестве трофея из Сирии. Вручную на модели я покрасила элементы силовой установки, а на кабине я окрасила кресла и брызговики. И делаю я эту модель в подарок, а модель в виде подарка лучше дарить на подставке в боксе, который защитит модель от пыли и будет радовать своего нового хозяина в кабинете. Модель четырехосного КАМАЗа у меня получилась просто огромной, и поэтому я подобрала самый большой бокс, который есть в наличии у ССМ, а такие боксы продаются в магазине «Модельная лавка».
Создание КАМАЗ-6350 8х8, а именно на базе этого грузовика и располагается мой топливозаправщик, началось в 1989 году. Перед проектом была поставлена задача создать универсальный грузовик для военных и хозяйственных целей. Новый транспорт должен был способен передвигаться по бездорожью при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Перехожу к декору бокса, и вначале я наношу слой текстурной пасты белого цвета, это своего рода грунтовка, а потом я нанесу цветную пасту земляного цвета от LuxArt. Это небольшой и относительно новый производитель акриловой химии для творчества. Впервые широкой общественности КАМАЗ-6350 был представлен в 1995 году. Испытания автомобиля продолжались до 2002 года, после чего началось его серийное производство. И в том же году машина была принята в эксплуатацию российскими вооруженными силами. При создании автомобиля учитывался богатый опыт эксплуатации автомобилей Камского автозавода в самых разных условиях, и при этом в его конструкции было реализовано большое количество новых решений. Спереди на грузовике используется зависимая рессорная подвеска, а сзади балансирная на полуэллиптических рессорах. Колесная формула грузовика 8х8. На всех мостах установлены двухступенчатые редукторы с шарнирами равных угловых скоростей и блокировкой дифференциала. Также водитель может менять давление шины с салона, а дифференциал блокируется тоже из кабины, а вот отключать часть привода нельзя. А по задумке военный КАМАЗ будет стоять на обочине рядом с обозначением некоторого населенного пункта. И для этого мне пришлось изобразить кусочек проезжей части. Я посмотрела на картах Google, как выглядят дороги в некоторой стране, и там они не в лучшем качестве. Так что для изображения проезжей части мне надо будет чуть-чуть приподнять рельеф. А пока рельеф сохнет, я продолжу работать над грузовиком. Черной смывкой я выделю рельеф кабины. Так я делаю практически на каждой своей модели. Все колеса работают синхронно, из-за чего возрастает расход топлива, а ведь часто от полигона до армейской части путь пролегает через обычную асфальтированную дорогу. Но продолжим рассматривать ходовую часть. На грузовике КАМАЗ-6350 Mustang есть тоже межосевая, а также и межколесная блокировка. Машина построена на рамной конструкции. Рулевой редуктор оснащен гидравлическим усилителем. И покрашу в основной цвет напечатанную и высохшую бочку топливозаправщика из аэрографа. А теперь я наношу слой асфальта на диораму. Тут я применяю текстурную пасту для имитации асфальтовой поверхности. Высыхает и выглядит она, как будто положен новый асфальт, а в той стране, где происходит событие моей диорамы, менять асфальт каждый год не принято, и поэтому я состарю ее при помощи обычной наждачной бумаги. Отличительная черта колес военного КАМАЗа – это не только большой профиль и мощный грязевой протектор, но и возможность дистанционной подкачки шин. Кроме всех опций, направленных на обеспечение удобства при вождении, возможна и установка ударопрочного бака. Это позволяет передвигаться по пересеченной и скалистой местности, и при этом не опасаясь, что топливный резервуар будет поврежден или пробит. И время посадить травку. Страна это южная, и там полно растительности, что я и воспроизведу. Рецепт тут классический: клей ПВА, и с помощью флокатора я наношу флок, который будет изображать травку. А приобрести КАМАЗ-6350, цена которого зависит от количества настроек, можно только по спецзаказу на самом заводе. Такие внедорожники собираются в экспериментальном цехе практически вручную, и в месяц выходит с завода не более 10 штук. А некоторые предприятия, связанные с геологией, заказывают эти модели для своей работы, потому что на сегодняшний день это самый проходимый грузовой транспорт. Главными недостатками КАМАЗа-6350 можно назвать не слишком высокий уровень комфорта передвижения и значительный расход топлива. Машина довольно жестко ведет себя на неровностях, хотя это скорее всего норма для военных автомобилей. Расход топлива может достигать и 40 литров на 100 километров. И также к недостаткам машины можно отнести и сложность конструкции автомобиля, что делает невозможным ремонт в полевых условиях. Я доработала подрамник у исходной модели, убрала ауттриггеры, и в некоторых местах я зашпаклевала дыры. И теперь после окраски я могу приклеить подрамник к раме на суперклей. А к несомненным достоинствам КАМАЗа-6350 безусловно относится высочайший уровень проходимости машины и ее отличительные характеристики. Mustang сможет проехать там, где другой грузовик застрянет в грязи по самые зеркала. И не просто проехать, а еще и доставить груз или же артиллерийское орудие на прицепе. КАМАЗу-6350 нипочем лютый мороз или же удушающая жара. Даже с пробитыми колесами он способен продолжить свой путь. Также я нанесу смывку на бочку. Тут я применяю коричневую смывку.
И также у меня недавно открылся клуб моделизма, и в клубе вы получите оперативную помощь в деталях моделизма от меня, помощь в выборе моделей и красок, помощь в подборе инструмента, исходя из вашего бюджета, моя оценка вашей работы с рекомендациями по улучшению. А почему именно я и мой клуб? Я занимаюсь моделизмом более 10 лет, и за свою карьеру я сделала более 500 моделей, причем в абсолютно разных тематиках, от бронетехники в 72 масштабе до огромных вертолетов в 48 масштабе. Работала над моделями от разных фирм, от популярной звезды и суперкачественных Менко-Таком до экзотичных моделей от мелких мастерских, выполненных в смоле или же 3D-печати. И благодаря блогу о моделизме у меня огромный опыт в применении разной химии, от продукции ведущих испанских и японских фирм до отечественного хардкора типа Акан. Я знаю о моделизме все и почти все. 799 рублей в месяц ты получишь чат со мной, где я оперативно отвечаю на вопросы о моделизме, мои подсказки и консультации, чат с единомышленниками без фриков и случайных людей, участие в рубрике «Я у Даши моделист» вне очереди, и да, рубрика, наверное, возвращается, и ранний доступ к моей Академии моделизма в разработке. Ссылка в описании к видео. Обычно у обочин скапливается грязь и пыль, и я это сымитирую при помощи мелкого песка, приклеенного на клей ПВА. И закончу образ обочины при помощи сухого пигмента. И совсем в конце я дополню диораму бочками и прочими предметами, которые сопровождают армейские перевозки. Тут я добавлю несколько национальных атрибутов вместо действия, и вот такая диорама у меня получилась. Надеюсь, вам понравилось видео. Если это так, то подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.